Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 31 марта, 23 год. Друзья мои, а вы знаете, чего-то я забыл, что завтра у меня заканчивается тест на машину. Вот что-то, как обычно, я как-то не очень серьезно к этим документам подхожу. И тут думаю, надо бы проверить мне, когда у меня заканчивается вообще годовой тест на машину. И оказалось, что заканчивается он 1 апреля. Винетку я проверил. Винетка у меня до 8 апреля. Винетка — это, так сказать, оплата за дороги, друзья, за частные в Болгарии. Ну, это есть, по-моему, в каждой стране. Ну, давайте сейчас по порядку. И сегодня я четко понимаю, что и сколько мне стоит обслуживание нашей машины в Болгарии. Я быстро с утра, друзья, рванул, потому что нужно же заплатить годовой налог за машину. Это обязательно. Годовой налог, друзья, платится в вашей общине. В данном случае, в нашем случае, Скалска принадлежит к общине Дряново. Соответственно, что мне нужно сделать? Мне нужно взять документы и поехать в общину Дряново и заплатить налог годовой за автомобиль. Чем все это прекрасно, друзья? Тем, что в этих маленьких городках вообще никогда нет никаких очередей. Вот вы пришли и все. Быстренько мы со Светочкой подъехали в Дряново. Зашли сначала в общину, нам показали, куда подойти. Мы подошли, народу никого нет. Что нужно? Да ничего не нужно. Мы заплатили 286 лев за год. Это налог на автомобиль. Раз. Так, с этим мы закончили. Далее мне нужно ехать делать тест. Замечательно. Тут же я по интернету, точнее даже спросил у Миши с Ханой, где они делают этот годичный пригляд, если я неправильно выражаюсь. Их в каждом городе много разных мест, и вы просто выбираете, где вам удобно и как вам удобно. И просто туда едете. Итак, подъехал. 65 лев моя машина на газу. Если бы машина была не на газу, это стоило бы 60 лев. 20 минут машину посмотрели, проверили. Все замечательно. Все, тест у меня. Все, годовой налог заплачен. Замечательно. Тест сделан. Замечательно. Далее, друзья, чтобы вы знали, вы не можете пойти на тест, если у вас не оплачен годовой налог. И годовой налог, друзья, считается с начала календарного года. Это не как в Израиле все вместе. Если здесь начинается год с 1 января, значит вы платите с 1 по 1. Это безотносительно дат, когда у вас заканчивается ваш тест. Но если у вас не оплачен налог, вы на тест не пройдете. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Сначала платите годовой налог в общине, в вашей общине. После этого идете на тест. Так, это есть. Третье. Третье — это обязательная страховка на машину, которая в Болгарии вы можете ее платить по 3 месяца. Главное не забывать. Я как-то тут забыл, катался вообще без страховки. Получил вообще письмо, что моя машина снята с дороги. Но момент получения письма я уже этот долг свой оплатил. Поэтому обошелся без штрафа. Обошелся, все в порядке, все нормально. А может еще и штраф придет. Не знаю, пока ничего не приходило. Вот, значит, так, сколько стоит страховка обязательная? Друзья, обязательная страховка — это, как в Израиле, страховка хова. Она обязана быть. Она стоила мне, по-моему, 260 лев в год. Так, третья вещь есть. Теперь, винетка заканчивается 8 апреля, значит, 7 пойду и заплачу то ли 87, то ли 95 лев. Но это, в принципе, не важно. Без нее обычно, ребят, не выезжаем, потому что без винетки это реально штраф моментально. Тут службы по винеткам работают очень просто. Стоят специальные камеры, которые проверяют машину именно на винетки. Не на штраф, не на превышение скорости, не на какое-то нарушение, а именно на винетку. И, предположим, вы едете, вы забыли заплатить винетку. Камера вас зафотографировала и передала на ближайший пост, где стоят такие красивые ребята, не полицейские, это отдельные машины, чтобы вы имели в виду.
если вы иногда видите какие-то машины, это не полиция. Их не интересует ваше нарушение, их интересует, чтобы у вас была оплачена винетка. Винетку вы не оплатили, вы получите штраф. Ну, что недавно и было с нашими друзьями, у них какая-то там непонятка с переоформлением произошла, и они оплатили винетку на, по-моему, старый номер или на новый номер, но это не лишило их права заплатить штраф 70 лев. Вроде нонсенс. В компьютере это не было указано, переход номеров. В общем-то, друзья, проверяйте, здесь будете платить. Здесь не так все автоматически, как хотелось бы, поэтому просто нужно контролировать. Вот чего я постоянно сам забываю делать. Ну, безалаберный человек с документами. Итак, далее. Ну, обсуждать страховку КАСКО я не буду. Потому что здесь уже каждый решает для себя, стоит ли ему делать вот эту страховку КАСКО, которая покрывает, ну, практически все случаи. Но, чтобы вы имели в виду, в Болгарии практически, я не знаю, не найти КАСКО, чтобы вам дали заменную машину. Рехефхалюфи, как в Израиле очень принято. По крайней мере, вот и по последним сведениям, не нашли такую компанию. Но нам это не нужно. Мы КАСКО сделали. Когда мы купили машину, мы сделали КАСКО и заплатили за наш Outlander, ой, я забыл, 2012 года, 700 лев в год. Нужно или не нужно, решать вам. Потому что от стоимости машины стоимость КАСКО меняется, естественно. Чем дороже машина, тем ваша КАСКО будет дороже. И недавно вот в разговорах с болгарами мне сказали, что, ребят, КАСКО вообще делать как-то нужно, потому что и угоны начались. Опять вопрос, где вы живете, какой регион, какая локация. Буду ли я продлевать КАСКО на следующий год, чтобы платить 700 лев в год? Не знаю. Давайте подождем и посмотрим. Скорее всего, буду, потому что она еще будет лучше все-таки, ребят. Как бы даже если где-то небольшой стук будет, там разбита будет фара или еще что-то, это в принципе и будет стоить те же деньги. Не знаю, тут ничего не могу рекомендовать, вы сами решайте, мы сделали. Итак, подведем итог, сколько стоит нам машина за год. Исходя из 4 факторов. Обязательная страховка 260 лев, тест 65 лев, годовой налог 285 лев, винетка 90 лев, все вместе мы получаем 700 лев на год, это 350 евро. Без КАСКО, друзья мои. Естественно, это без каких-либо обслуживаний, естественно, без бензина. И машина стоит, машина не едет, вы за нее не платите, не заправляете. Да, забыл добавить еще один расход на автомобиль, друзья, это зимняя и летняя резина. Что здесь с этим происходит? С 1 ноября по 1 мая вы обязаны ставить зимнюю резину. С 1 мая до 1 ноября вы можете ставить обычную резину. В итоге, значит, у каждого автомобиля есть 2 комплекта. Комплект зимний, комплект летний. В Болгарии прекрасно существует такой сервис, как вы можете сделать камеру хранения на вашу резину. Вы приезжаете на обменный пункт. Там вам меняют, привозите с собой комплект, который нужен, вам его поменяли. Стоило мне обмен резины 60 лев, это 30 евро на 4 колеса. И вы можете там его оставить на хранение, по-моему, это 50 или 60 лев за вот этот сезон. Я не оставлял, у нас подвал, зачем? Мне поменяли резину, положили в багажник, и прекрасно я положил это в подвал. Жалко денег, мы же не миллионеры. А уже вам решать, оставлять на хранение, если у вас есть место. Если, конечно, у вас квартира, да, у вас негде хранить. Небольшой дом, у вас тоже негде хранить. В общем, решайте сами. Это, так сказать, просто информация. Итак, подведу итог. 700 лев плюс резина, значит 700 лев и плюс 2 сменки, это 130. Значит, 830 мы делим на 12. Сколько у нас получается? В принципе, в среднем 70 с чем-то лев в месяц стоит автомобиль. Можно, конечно, считать единоразово, но так как я в бюджете раскидываю свой расход помесячно,
Мне проще помесячно считать, сколько стоит автомобиль. Вот. Можно посчитать, что да, я сегодня единоразово заплатил достаточно большую сумму по карточке, но делю на месяц, мне более понятно наш месячный бюджет. Ну вот все достаточно просто с автомобилями. Опять же, по ремонтам, по техобслуживанию, что я вам могу сказать, последняя сменка масла и фильтров, ребята, подорожала на 15 или 18% с лета того года. Что будет дальше? А дальше, друзья мои, будет Хубов Дэн, Шейлихам Йом Наим, and have you nice day, my friends. Чао-чао, bye-bye.